Путин заявил, что не собирается захватывать Харьков. ЕС запретил деятельность ряда российских пропагандистов. Ну а Лукашенко обиделся на мультфильм. О самом важном и интересном расскажем прямо сейчас. Путин обстреливает мирных в Харькове за то, что они обстреливают Белгород. Неожиданное признание диктатора. Вот мы это и делаем. С этого дня все мужчины призывного возраста в Украине обязаны пройти регистрацию в электронном приложении. Их будут штрафовать. Йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання. Совет ЕС приостановил работу нескольких крупных российских пропагандистских ресурсов. Захарова недовольна. Вот до этого они ощущали нашу любовь. Теперь придется ощутить и ответные меры. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Кроме того, вот там слева есть кнопочка «Спасибо». И так вы можете еще больше поддержать нашу работу. Итак, врываемся в новости. Сильный взрыв в Одессе. Поврежден объект гражданской инфраструктуры, сообщают местные власти. Известно о 5 пострадавших. Кроме того, оккупанты снова бьют по Харькову. Накануне вечером мэр города Терехов сообщил о нескольких взрывах. Предварительно оккупанты ударили кабами. Вот что известно на момент записи выпуска. Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и 1 женщина. Возраст от 20 до 60 лет. 4 человека в тяжелом состоянии, другие в среднем. 2 мужчин около 45 лет погибли. Тем временем вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск в Харьковской области. Президент Украины Зеленский отметил, что армии РФ удалось продвинуться на 10 километров. Американский институт изучения войны также констатировал, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться. На сегодня наши силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. Ну а российский диктатор тем временем 3-й день побирается в Китае. Заявил, что российские войска обстреливают Харьков строго по плану, а намерения захватывать город у него нет. Ну а Харьков России совершенно не нужен. Напомню, что ценой бешеных потерь Путин уже пытался захватить город в начале полномасштабного вторжения, но получил по зубам. Теперь диктатор размером с китайскую фарфоровую вазу возложил вину за войну на Украину. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зоны безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет. Военный эксперт Игаль Левин в интервью «Настоящему времени» сообщил, количество задействованных Россией сил не дает ей возможности не только оккупировать Харьков, но даже окружить или приблизиться к городу. Количество сил, которые ВСРФ там задействовали, не дают возможности не то что оккупировать Харьков, даже окружить его, даже приблизиться к нему. То есть озвучивала цифры, давайте посмотрим самую максимальную цифру, которую озвучивал ГУР Скибицкий, да, вот это у нас фактически верхушка ГУР, украинская разведка, 50 тысяч плюс 20 тысяч в потенциале, то есть 70 тысяч. Украинский совет национальной обороны, да, РНБО, заявляли о том, что именно в самой атаке, вот в наступлении, там участвуют 30 тысяч солдат. Этого недостаточно не то, чтобы захватить Харьков, даже приблизиться к нему. Вот. Если мы опираемся на эти цифры, как на подлинные. Но при этом по масштабам, кстати, боевых действий, действительно цифры примерно такие. То есть мы не видим. Если бы там было 100 тысяч солдат ВСРФ, это было бы известно.
3 российских истребителя уже наверняка уничтожены в оккупированном Крыму. Компания «Максар» обнародовала новые спутниковые снимки военного аэродрома Бельбек в Севастополе. Напомню, украинские войска нанесли по нему ракетные удары 16 мая. ВСУ удалось уничтожить 2 МиГ-31 и 1 Су-27. Еще один самолет МиГ-29 поврежден. Кроме того, разрушен и топливный склад возле основной взлетно-посадочной полосы. Также СБУ и ГУР повторно атаковали российские военно-логистические объекты на полуострове в ночь на 17 мая. Эта спецоперация доказала, что россияне не в состоянии защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании Черноморского флота россияне могут забыть. Украинский хлопок найдет их повсюду. За уклонение от военного учета в Украине станут штрафовать. Президент Зеленский подписал соответствующий законопроект. За нарушение правил военного учета во время военного положения штраф составит от 17 до 25,5 тысяч гривен. Это примерно от 430 до 630 долларов. Взыскание смогут назначать и заочно. Кроме того, Минобороны Украины запустила мобильное приложение «Резерв Плюс» для военнообязанных призывников и резервистов. Поэтому все мужчины с этого дня от 18 до 60 лет в течение 2 месяцев должны обновить свои учетные данные. Має запрацювати, але слід зазначити, що це буде така MVP-версія, так звана, тобто будуть надалі додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі ж це буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання. Евросоюз закрывает пропагандистам рты. Совет ЕС приостановил работу интернет-портала Voice of Europe, РИА Новости, Известия и российской газеты на территории Евросоюза. Такое решение объяснили пропагандистским характером контента, который выпускают эти рупоры Кремля. Российская Федерация проводит систематическую международную кампанию по манипулированию СМИ и информацией, вмешательству и грубому искажению фактов, чтобы оправдать и поддержать полномасштабную агрессию против Украины и усилить свою стратегию дестабилизации ситуации в соседних странах, а также в ЕС и в его государствах-членах. Кроме того, санкции против этих 4 пропагандистских изданий войдут в 14-й пакет ограничений ЕС. Поспешила ответить на решение Евросоюза спикер российского МИД Мария Захарова. Правда, пока что не придумала, чем таким Россия, которая и так находится в изоляции, сможет ответить. Вот до этого они ощущали нашу любовь. Теперь придется ощутить и ответные меры. Ровно так же, как мы отвечали на притеснение российских журналистов ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников. Напомню, что сайт Voice of Europe ранее закрыли власти Чехии. Выяснилось, что его финансировал кум Путина Виктор Медведчук. Власти нескольких европейских стран считают, что сайт использовался для вмешательства в предстоящие выборы в Европарламент. Состояние стабильно тяжелое. Премьер Словакии Фицо перенес 17 мая операцию, но он по-прежнему в тяжелом состоянии. Напомню, на Фицо было совершено покушение в минувшую среду. Нападавший 5 раз выстрелил в политика и сразу же был задержан. Суд над ним начнется сегодня. Товарищ Фицо по пророссийскому лагерю в ЕС Орбан прокомментировал его состояние. Életéért Robert Fico ebben a pillanatban élet-halál között van. Роберт Фицо на данный момент находится между жизнью и смертью. Если мы можем выйти за рамки этого и посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, это большая потеря для Венгрии. Потому что даже если он выздоровеет, премьер-министр Словакии не сможет работать несколько месяцев, и как раз в самые важные месяцы, когда мы стоим перед выборами в Европе, которые не просто решат, кто будет депутатом Европарламента. Я верю, что вместе с выборами в США они решат вопрос войны или мира в Европе. Польша
Польша начала строить еще и электронный барьер на 2 реках на границе с Беларусью. Ограждения сооружают на реках Свислочь и Источанка, сообщает польская РМФ-ФМ. Там установят столбы с электронными датчиками, которые будут отслеживать незаконное пересечение границы. Длина электронного барьера составит 47 километров. Ну а тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что атаки на польскую границу продолжаются. Самый крупный штурм нелегалов, напомню, произошел вечером 10 мая. Более 140 иностранных граждан пытались незаконно попасть в Польшу со стороны западной границы Республики Беларусь через реку Пшевлока. Атаки на границу польскую. Нападение на польскую границу, атаки на IT-инфраструктуру, то, что произошло в Словакии, дестабилизация в регионе – все это признаки гибридной войны. Конечно, это происходит не со среды, а на протяжении многих недель, месяцев. Эти действия также диверсионного характера, которые нейтрализуют наши службы, что мы можем наблюдать по этим действиям последние недели. Лукашенко обиделся на мультфильм. В полку СМИ, признанных лукашистскими прихвостнями, экстремистами, пополнение. Таким Барановичский суд признал сатирический проект Deutsche Welle «Заповедник» и все его страницы в соцсетях. «Заповедник», напомню, это мультфильм, в котором обсуждают политические новости. У мальчика Саши очень редкое генетическое заболевание – недержание за власть. Просыпается по утрам, а у него от власти весь матрас сырой. Друзья, большинство наших просмотров не монетизируются, а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры и дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на своих экранах. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопочку слева от видео. Ну или же становитесь постоянным спонсором. Кнопка также под этим роликом. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До новых встреч.